Всем привет! Вы на канале Ботан IT и с вами Саня. Этот новостной выпуск получится самым жарким. Собственно, как нам и обещали авторитетные разработчики. Как обычно, речь пойдет о сцене PS4 и PS5. Самое интересное началось 4 ноября. Закоксао написал, что слышал, скоро нас ждет что-то интересное и веселое. Его стали засыпать вопросами, и он охотно отвечал. В частности, сказал, что это будет связано с яичным эксплойтом. Игра слов. Имеется в виду egg, яйцо, то есть hen, и эксплойт. В итоге получается взлом новых прошивок. И все это должно выйти в субботу, только он не знает в какую. Вскоре стали строить теории, что это 25 декабря. Запомните эту дату. Ближе к вечеру Закоксао прямо ответил блогеру с 372 тысячами подписчиков, что нас ждет новый эксплойт, причем полная цепочка. То есть все и сразу. Тут же нас заверили, что ждать взлом на актуальную версию прошивки не стоит. То есть 9.0 в пролете. Появился слух, что готовится раскрытие отчета Ктурта. Его отчет поднялся на первое место на HackerOne. Позже пропала цена уязвимости. На данный момент непонятно, что происходит. Ходит слух о расколе на сцене, поэтому это может значить что угодно. Главное, что какая-то движуха идет. Теперь переходим к прошивкам. Производитель бэкпортов намекнул, что нам надо бы загрузить прошивку 8.5x, мол, она скоро нам понадобится. Жирный намек. История была дополнена размышлениями, намекающими на дату релиза. До Нового года, а точнее ближе к Рождеству. Если до него не сольют, он сам даст нам подарок. Помните дату 25 декабря? В США в этот день празднуют Рождество. И это суббота. 7 ноября это пруфанул Закоксао. Подарочек на Рождество. Осталось определить, какой подарок нас ждет. Данный твит был посвящен смиренному ожиданию. Мол, не нужно все разглашать. Ага, и под ним разгласили все. И вот сейчас сядьте. Взломаны все прошивки. Вот прям вообще все версии. Прямо сейчас есть люди, гоняющие Gold Hand 2.0 на прошивке 9.0. Мне эта информация пришла в начале октября, но говорить я не мог. Про взлом 9.0 с пруфами мне поведали в конце октября, незадолго до того, как я заболел. И я даже знаю, кто автор эксплойта, но пусть лучше вы узнаете это из открытых источников. Очевидно, что 8.0.3 будет доступно, как и то, что 9.0 наверняка не сольют. Вопрос только, что будет с 8.50 и 8.52. Теперь о PS5. Все просто. Она взломана. Да, прямо сейчас есть человек, гоняющий Gold Hand на PS5. И его имя Энди. 7 ноября 2021 года была взломана PS5 разработчиком VFlow. Перед вами легендарный твит. Честно говоря, я расстроился. На PS5 еще как минимум год не нужен взлом. Консоль на рынке меньше года. Она вышла в продажу 12 ноября 2020. К счастью, Энди дополнил твит сообщением, что пока не собирается публиковать это, и что у него сейчас нет определенной даты релиза. Очень надеюсь, что он не продаст эту уязвимость производителю. Какая именно версия прошивки взломана, неизвестно, но что-то мне подсказывает, что это актуальная версия. Данная новость просто взорвала Twitter и сцену. Сотни ретвитов и постов. Буквально все, кто хоть как-то причастен к консольной теме, публиковали свои твиты. Это действительно легендарное событие, аналогов которому просто нет. Защита PS5 пала менее чем за год. А ведь мой инсайдер писал мне, что с PS5 несложно, и что над ее взломом работают несколько авторитетных людей. Я не поверил, а зря. На следующий день объявился второй авторитетный разработчик. 8 ноября 2021 года Fail Overflow представил нам скриншоты симметричных ключей, полученных на PS5. Как мне пояснили несколько подписчиков, данных ключей недостаточно для создания кастома, но с их помощью можно расшифровывать прошивки. Кстати, на скриншоте видна версия ПО, на которой получили ключики. Прошивка 4.0.3. Так, заглянем на сайт Sony. Кто бы сомневался, это актуальная версия на данный момент. Так что смело можете класть консоль на полку на пару лет в ожидании релиза. Подведем итоги. Взломано все. PS4 и PS5, причем на всех прошивках. Выход Gold Hand версии 2.0 на 8-ю серию прошивок ожидается 25 декабря. Однако мне шепнули, что полная ясность будет только в конце ноября. Вот представьте, каково было мне знать все это 1,5 месяца назад и молчать. Поэтому, если у вас есть приватная информация, можете смело со мной делиться. Я могила. И по поводу пароля от архива с датой выхода. Я публикую его чуть позже во вкладке сообщества. Это такой небольшой пруф, что я действительно не врал вам. Вот мой инстаграм для связи. А ссылки на донаты и Patreon вы найдете в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал,
ставьте лайки. До свидания.